Собственно, и снова всем здрасте. Всем, так сказать, бобра. Значится, первый контакт. Я уже с кораблем состыковывался, но решил все-таки это самое отложить это действие и сначала сделать другой квест. Ладно, не суть. В общем, прилетаем мы на орбиту. Я туда вообще случайно залетел, пока летел к другому как раз квесту. Вот. Там нам говорят, что, мол, вот так и так. Тут какой-то корабль на орбите, хрен пойми какой. Непонятный какой-то. В общем, надо с ним что-то сделать. Связаться, там как-нибудь попробовать. Вот. Это у нас корабль, который был отправлен в космос для колонизации планеты. А они прилетели, а тут уже все заселено. И связаться они не могут, судя по тому, что у них какие-то старые технологии связи. Или стандарты связи. Вот. Корабль 200 лет путешествовал. Корабль поколений, так называемый. Ибо гипердрайва у них нету. А пока они путешествовали, тут люди научились скакать и летать очень быстро. А там что-то какой-то то ли отель, то ли хрен пойми, что-то такое. На планете уже, короче, все занято. И вот у нас есть 3 варианта развития событий. Значится, что мы можем? Мы можем договориться и вселить их на планету. За некоторым, так сказать, компенсационным моментом. То есть они там будут все это дело отрабатывать. Но я так понимаю, что-то типа негров получится. В далекие времена, как их применяли. Ну, не так, конечно, но... Вот, ресурсы там еще какие-то будут нужны, еще что-то такое. Вот. Потом второй вариант. Это поставить им гипердвигатель на корабль. Настроить все дело, чтобы они могли найти другое место. Вот. И можно корабль ликвидировать. Вроде как перегрузить реактор, чтобы он того этого самоуничтожился. Ну, второй вариант совсем какой-то уж неинтересный. Может, он и интересный в виде бабаха разового, но такое себе. Первый вариант тоже мне не нравится. И я так что-то посмотрел, ни одному мне он не нравится. Вот, значит, будем лепить все-таки, наверное, гипердвигатель пробовать. Ну, сейчас посмотрим, что будет из этого всего получаться. Собственно. Да, еще бы корабль починить не мешало, ну ладно. Вот он, наш корабль. Ну, собственно, они меня встретили, я с ними поболтал мило, и все. Дальше не стал проходить пока. Занялся другими делами. Вот теперь продолжим. Ну, собственно, они даже далеко подняться не успели, как я от них ушел.
Never seen a ship like yours before. Then again, I haven't seen any ships before you arrived. We got strict rules around here. They're strict for a reason. Ну, в общем, идем. Ну что ж, теперь нам надо побеседовать с капитаном. Давайте побеседуем. Now that you're here, I can finally give my crew a chance at a new life. A bit frazzled, as you can imagine. People are anxious about discovering that we're not alone, and also worried about what will come to pass. While we hope we can work out a deal with the people on the surface, they seem reluctant to reach out, so there's no telling what will come of that. I do know that we can't afford to stay. The ship was built to sustain. I think I'm coming up on 6 years now. I was only a teenager when my father died, passing command of the ship to me, as is tradition. Because of that, ну, в общем, по наследству передается командование кораблем. Instead of taking years of study and apprenticeship under the prior captain, I think some people on the ship resent me for not having the level of experience as my predecessors. But at the same time, without Так быстро, то есть 200 лет это так быстро. Our mission was to rebuild humanity on a to think that while there has always been a Brackenridge in the captain's chair, but with this stumbling block in our path, at this final moment, I fear tough choices will need to be made. Well, as I mentioned, we've been unsuccessful in communications with anyone up until you arrived, though not for lack of trying. But since you're asking, maybe you'd be willing to be a sort of diplomat between us and them as we attempt to resolve our situation. Does that sound agreeable to you? We know there's a settlement on the planet below, meaning people were here before us. You see, we intended to settle here, but we assumed that they intend to defend their claim given their presence here. We'd like you to go speak to them on our behalf and help us negotiate a solution, preferably one that favors us. Ладно, попробуем. Excellent. Make no mistake, this is our planet, and we intend for them to see this our way. So, speak with their leadership and see if you can negotiate a solution on our behalf. Preferably, get them to see things our way. Report back to me and let me know what they say, and we'll go from there. We thought about it, but it simply won't do. I need to think about the distant future of our people. Sure, our first settlement may be small, but our predecessors dreamt of our new civilization spreading across the globe. Ну, то есть конкуренция будет, если так сделать, приземлиться с другой стороны. It's much easier if we have complete domain over this world. Now, it makes little sense to give up before you try. Thank you, and good luck. Ну, пойдем убеждать. Так, теперь нам нужно поговорить вот с этим товарищем. Neither. We're our own private force. The Paradiso group pays top dollar for top-notch security. And I dare... Something I can help you with? Ah, it has a name. Good. Then you're already familiar with the situation, I take it. Do you know what they want? Вы знаете, да, знаю. Interesting. We obviously have no records of a colony ship claiming this planet.
Whatever the case, you'll need to speak with Oliver Campbell, the CEO for the Paradiso Group. He's in charge of bringing all... Ну, то, что у вас нет данных, что этот корабль на что-то претендовал, это ничего не говорит. Эти бумаги могли потеряться. Корабль, в надежде на то, что корабль никуда никогда не долетит. Так, теперь нам нужно поговорить с каким-то чертом. Так, ну это прямо где космодром рядом, а это где-то вот там. Ну что, пошли искать этого черта. Так, мы прибыли на место. I just feel that we should be focusing on the natural beauty of this planet, not our amenities. There are millions of planets out there. People can go to any one of them. The resort facilities are precisely what we bring to the table. Heck, it's the only thing we've really got to offer. I don't want to risk us coming off as just another artificial, shady, trash-filled dump like Neon. That's not who we are. We've got something special here. We should embrace it. Какие мы особенные. Thank you. We don't want to compete with Neon. Bayou's ruthless. He'll do anything he can to eliminate the competition. We don't need that kind of trouble. That being said... Ну, ясно. You're lucky I'm not like the other board members, lazing about the beaches without a care in the universe. No, of course not. There's several more. We're just the ones who show up day to day. The others spend their time lazing. Doesn't bother me though. Less cooks in the kitchen. Так, понятно. I am. And you must be the diplomat Giro told me about. Welcome, welcome. Normally I'd offer you an all-inclusive stay at our resort before we spoke. But given the circumstances, I'm going to cut to the chase. We've got our friends, the aliens, up there causing all sorts of problems for our resort. You like that? The marketing team came up with it. The thought is, if we can't get rid of them, it might actually attract more tourism. Маркетологи, короче. Ah, we're being direct then. Good on you. So, what do you know? Так. Использовать. Я где-то сохранился, но походу далеко. Bonza! That means we got them right where we want them. Now, tell me, what are we going to do about it? Give me some proposals, people. I need something to work with here. We could offer to resettle them here. There's more than enough space. They could stay here, temporarily, but it'll cost them quite a bit too. They'd need to work off all their debts before being allowed to leave. Maybe not. What if we help them get out of here? Outfit their ship with a grab drive so they can find a new home. We could even lend our engineers to help and give their captain an updated star map. What do you think? Sounds costly. We can't absorb that cost, and it's unlikely they even have compatible currency, let alone enough for the transaction. Someone else would have to foot the bill. Oh, I swear this would be a lot easier if they ceased to exist entirely. Anyway, Ага, этот предложение два отдельных выдвинул, а этот предлагает вообще их ликвидировать. Наемными слугами. Ну да, такой себе. we own this planet, they don't. Here at Paradiso, imagine the landscaping. Ну понятно. Much better to assimilate. Они примерно такого же мнения. 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 Они примерно такого же мнения.
Thanks for the offer, but my answer is still no. They settle here. They'd be hard-pressed to defend their claim in any courts. Our charter goes back years. It was registered with both the UC and... Уже много лет. У них 200 лет, даже больше, скорее всего. We may be outside this little... I'm sorry, but... Ah, good on you. You want to see a man named Benny St. James over at Hope Tech. He's the best in the business. If anyone can retrofit a 200-year-old ship with a modern grav drive, it'd be him. We'll coordinate our engineering team with his when you return. Да, я понял. This was a difficult decision. But if it's any consolation, I think you've made the right choice. Compared to the destruction of their vessel and relegating them to a life of servitude, I'd say this is the best chance they've got. Ну да. Right. On behalf of the Paradiso Group, What's not to I'm sure love you about realize this how planet? generous... До свидания, до свидания. Sounds good. Ну что ж, пойдем за приводом. Так, что-то я совсем не понял. Перейти на сайт Hope Tech. То есть мне еще куда-то надо лететь теперь, да? Не совсем понятно. Ладно, сейчас посмотрим. Ну, в общем-то, да. Мне нужно в другую звездную систему. Ты вот здесь. А мне надо вот здесь. Хоуп Таун. Я ж был тут. Да, Рот Надежды. Ну ладно, давайте посмотрим. Это какая-то транспортная компания, по-моему, или что-то типа такого. Да, они тут корабли что-то строят. Да. И он ее обследовал почти всю. Ну, давайте пойдем к ним. Да, в городе Надежды. И инженера я этого уже видел. Needs brave new innovations. We're so much more than space freight. Sure, that sounds like me. What can I do for you? Ты эксперт? Да, я эксперт. You could spare some time. So that's what this is. Oliver Campbell told me to expect you. His courier just left. Didn't say you'd be so rude about it. But I guess that's the kind of company Oliver keeps. I did some research on ships from that era, so I have a decent enough idea of what we need to do. So grav drives didn't really take off until after the ship was built. But I've got access to an ancient grav drive that looks like it could be compatible. With some minor adjustments. It's in good shape too. Parts not cheap. У меня есть древний привод, который может быть совместим. Так, 40 тысяч ты хочешь, да? А давай попробуем тебя убедить. Pretty big ask, given how rare these old grav drives are. Что там тебе надо? 4? Maybe it is selfish of me to demand such a price. Tell you what, sounds like this is for a good cause. While I can't give you the part for free, I won't charge you for the work. Ну ладно. I'll get to work on it right away. I recommend you go back to the ship and ask the captain to prepare for its retrofit. Standard stuff. I'm sure they have an engineer on board to help. We'll send the part along with it. Pleasure working with you. Так, вернуться на корабль и подготовить его. Твою ж дивизию. Ну, пошли, вернемся и подготовим. What grav drive?
А, инженер-шутник. Рядовой шутник. This will be fun. And hopefully there will be no explosions in the process. I have just received word that the drive is... You do? Well, this should be a bit easier, though I must remind you, the ship is much older than the ones you're likely used to working on. So, listen to me first. First thing I need you to... Then, last. Got it? Так, у нас есть 3 системы, которые нужно настроить. Можно, конечно, сделать так, чтобы он рванул, наверное, но, надеюсь... Так. Так, привод вспомогательного модуля. Фу. Нет. Да блин! Я эту десятку рот наоборот, блин. План своей родины. Развязка. Нет, да? Hi there. Так. Кажется, я догадался. Так, у нас тут 3 терминала. Но у меня есть инженерный, короче, взят перк. Монетные фланцевые трубные корпуса какие-то. Развязка. Сборка вспомогательного модуля. Все, готово. Так, теперь тут. Инженерный контроль. Так. Листаем вниз, предпоследнее. Турбонасос порт. Листаем вверх, первое. Криогенный радиатор вспомогательный. Все готово, теперь последняя хренотень. Я не знаю, у меня это из-за перка, но, наверное, из-за перка. У меня там есть что-то с кораблями связанное. Так, тут прям первый ингибитор плазменного потока, но тут чуть проще. Тут на 5 потоков. О, процентов. Все, поставил. Готово. Теперь с капитаном надо поговорить. Заблудиться тут, конечно, как нефиг делать. Ну. No matter the outcome, I won't let my crew down. Well, well, it would appear we have the means to go nearly anywhere now, thanks to Ну, you. почти да. The engineers even upgraded our communications equipment so we can speak with passing ships. Turns out it was a pretty easy fix. Thank you again for all you've done.
Without you, we'd most likely be stuck. But you went above and beyond. I'll make sure Я старался все сделать. for as long as our society lives. I don't know if we can ever fully repay you. Thank you again. Опыта, немного патронов, еще что-то там дали. Это мое. Значит, нам дали свинья-копилка, клюшка, 3 клюшки, баскетбольный мяч, футбольных 2 штуки, пистолет, прикольный пистолет, с глушителем. И за много денег. В принципе, все, что они мне дали, в принципе, окупает затраты на привод. Так, и бейсбольный мячик. Собственно, все, на этом квест закончен. Вот такие вот пироги. Так что пишите, жмите, нажимайте, заходите. Если хотите, подписывайтесь.